Меня зовут Елена Толкачева, мне 37 лет. Слушай, у меня было шебутное детство. Я была таким, знаешь, беспокойным ребенком. Бедные мои родители, я представляю сейчас, как им было сложно. То, что я помню из детства, как я однажды у мамы взяла коробку, там, такую, знаешь, от косметички, надела ее себе на голову и часа 3 гоняла по коридору. Вот почему-то этот момент я помню до сих пор. Тебе сейчас сразу скажу, чтобы ты понимала, я стояла на учете в школе милиции даже. Да, и моих родителей вызывали, чтобы вообще забрать меня из школы и посадить на домашнее обучение. Если говорить про возраст 3, 5, 7 лет, я мечтала работать в цирке. Я много о чем мечтала, то есть я хотела работать в цирке, я хотела быть балериной, я хотела быть актрисой, то есть я хотела быть, видимо, в центре внимания просто. Собственно, я к этому и пришла. Я думаю, что есть. Ты знаешь, я часто, наверное, проговариваюсь внутренне себе, чтобы я сказала той девушке, которой было лет 18-20, я бы сказала, что интуитивно она понимала, к какой цели она идет, но она до конца не осознавала это. И я бы ей сказала сейчас, что не нужно ничего бояться, не нужно никого слушать, и вот эти вот все сложности, препятствия в жизни, которые происходили и будут происходить с ней, они выведут ее прям на путь к успеху. Семья, в первую очередь, это фундамент для меня, то есть это место моей силы, место гармонии, спокойствия, то есть это те люди, ради которых мне хочется жить и делать что-то, в первую очередь. Все, особенно с появлением второй дочери. Абсолютно все. Я стала другой в первую очередь. Я стала мягкой, я стала мамой, я стала такой заботливой. В общем, я поняла, что я мать. Вот я даже не знаю, как это объяснить. Не было, потому что я родила ее в 18 лет. Я была маленькая. То есть ее вырастила бабушка. И я выросла вместе с ней. А вот когда у меня появилась младшая дочь, я осознала, что такое материнство. То есть сейчас я могу четко сказать, что если моего ребенка кто-то обидит, я буду очень страшной львицей. Я прям порву всех. Я бы сказала больше, наверное, нужно сказать огромное спасибо моему мужу. При том, кто его знает, ему все говорят: Сергей, тебе надо поставить памятник при жизни, потому что такую Лену надо еще вытерпеть. Во-первых, я очень гиперактивная, эмоциональная, взрывная в каких-то моментах, и мне всегда все нужно. То есть я могу улететь там куда-то, сказать ему об этом накануне, что: Сережа, я завтра улетаю в командировку. Наверное, больше все-таки находит точки соприкосновения Сергей со мной, нежели я. Потому что я нацелена на карьеру, то есть на какое-то свое личностное продвижение, а Сергей дает мне вот эту внутреннюю свободу. Меня все представляют, знаешь, такой маленькой, пушистой блондинкой, то есть такая девочка-припевочка. Но на самом деле вот в этой маленькой девочке-припевочке живет очень сильная женщина, такая, знаешь, прямо мудрая брюнетка. То есть и когда люди начинают со мной общаться, то есть они понимают, что я на самом деле такой Наполеон в юбке, скажем. Вот в этом, наверное, моя уникальность. Вообще выстраивать коммуникации с людьми, находить общий язык и собирать большие толпы людей возле себя. Я скажу тебе так. Лет 10 назад я была очень доверчивым человеком, но с течением времени эта доверчивость, она пропала, как у многих. Да? То есть мы ошибаемся, нас где-то обижают, по нам где-то проезжают катком, то есть возникает уже такое недоверие к людям. Сейчас я включаю интуицию, у меня очень хорошая интуиция, то есть я чувствую людей. Если мне человек сразу не нравится, то есть мы просто с этим человеком не общаемся, не ведем никаких абсолютно дел. Я бы хотела сказать, что я бесстрашная, конечно, но есть один страх, я боюсь застрять в лифте. Вот правда, я боюсь застревать в лифте. Если я там застряну, у меня начнется клаустрофобия. Это, наверное, единственный мой самый страшный страх, если не брать семью, детей и всего остального. Да, это моя слабость. Я очень эмоциональный человек. Я могу за минуту как все разрушить, так все и воссоздать в какие-то невероятные масштабы. Да, это моя слабость. У меня нет времени на это, к сожалению.
Вот правда, у меня нет времени, чтобы плакать, быть в депрессии, укрыться под одеялом и говорить, какая я там бедная, несчастная. Нет, я не могу себе этого позволить, потому что за моей спиной стоит очень много людей, которым я нужна. Я считаю, что если вы впадаете в депрессию, вы потратите это время на что-то другое. Например, на занятия спортом. Я не знаю, начните рисовать, начните бегать. Делайте все, что угодно, чтобы не находиться вот с собой вот в этом состоянии угнетения. Зачем? Нет, я очень философски ко всему этому отношусь. Я вообще 4 года занимаюсь бизнесом, и я работаю с людьми, то есть у меня достаточно сложная работа, я бы хотела сказать об этом. И когда возникают какие-то сложности и препятствия, я просто понимаю, что это какой-то определенный период времени, и если я опущу руки, то за меня эту ситуацию никто не решит, поэтому спокойно решаем и идем. Да, вообще, это мой любимый вопрос. Спасибо, что ты его задала. У меня сейчас брачное агентство. На самом деле это такая ниша достаточно серьезная и для нашего города, и для Москвы в том числе, потому что когда я говорю, что я руководитель брачного агентства, у всех сразу возникает такой эффект вау, шок-контент, знаешь, и начинают спрашивать, как ты к этому пришла? В общем, это дело всей моей жизни. Я дарю любовь и счастье людям. Направление. Оно мне дает какую-то внутреннюю гармонию, внутреннее наслаждение тем, чем я занимаюсь. То есть мне на самом деле по кайфу. И к этому я могу сказать, что меня привела сама судьба. То есть такое ощущение, что меня кто-то взял за руку и просто вел на протяжении 4 лет и привел к этому. И сказал: Лера, ты должна заниматься именно этим. То есть сейчас, когда я оглядываюсь назад, 4 года назад я начала этим заниматься, у меня складывались пары абсолютно бессознательно, интуитивно. Тогда это не называлось брачным агентством, тогда это было просто, знаешь, такое некое хобби. Но когда я поняла, что я творю что-то такое важное, такую внесу социальную миссию в мир, я поняла, что это круто. От обоих. Потому что самое главное в отношениях — это умение договариваться с другим человеком. Вот когда мы можем договориться, тогда у нас есть и любовь, и гармония, и счастье. Когда кто-то один берет на себя вот эту ответственность и умение выстраивать коммуникации, то, как правило, в семьях, в отношениях возникает конфликт. Женщины стали слишком самодостаточными, они стали сильными, они взяли многие роль мужчины на себя. То есть это власть, это умение зарабатывать деньги. И когда она вот такая сильная, она, как правило, подавляет мужчину. Это первый момент. Второе. Очень часто влияют родительско-детские отношения на нас. То, как воспитывались мы в семье. Если в семье царил матриархат, то женщина уже, когда выходит замуж, она эту модель семьи применяет на своей семье. Соответственно, очень часто браки распадаются. Самое важное в жизни человека — это жить в гармонии с собой в первую очередь. Потому что когда человек в балансе, он добивается результатов везде. Как только мы в дисбалансе в какой-то сфере, у нас начинается депрессия. Конечно, во-первых, я горжусь своей командой, я горжусь своей компанией, которую я создаю, я горжусь проектом, который я реализую сейчас в Москве. То есть я горжусь многими вещами, правда. Я горжусь своими детьми. Я расскажу 2 момента. Первый, когда я посвящаю свое время семье, когда мы куда-то уезжаем, потому что это происходит не так часто в связи с моей загруженностью, с моей деятельностью. Когда я с ними, я прямо счастлива, правда. И второй момент, я счастлива тогда, когда у нас в брачном агентстве либо на других проектах, секретное знакомство, у меня сейчас проект, появляются пары. То есть, когда люди находят друг друга, я испытываю счастье, как будто я сама выхожу замуж. Вообще, правда. Постоянно об этом думаю. Я вижу себя серьезной женщиной, бизнес-вумен, у которой большое брачное агентство международного формата в Москве. Лена, я желаю тебе оставаться такой же амбициозной, сильной, идти к своей цели, несмотря ни на что, никого не слушать, добиваться своих результатов, ценить свою команду, набирать новых людей, вот именно правильных людей, которые будут идти вместе с тобой. У тебя все получится.